Закон притяжения. Почему негатив липнет к негативу, а позитив к позитиву? Почему везунчикам везет, а неудачникам нет? Почему богатые богатеют, а бедные беднеют? Друзья, привет! Каждый из вас наверняка хоть раз в жизни задумывался над этим вопросом. Почему же так происходит? Давайте разберемся с самого начала с точки зрения эзотерики. Пространство вокруг нас – это энергия, из которой состоит все и каждый из нас. Энергия – это некая невидимая сила, но которую можно только почувствовать. Но по своему опыту скажу, что умеют это не все. Лично я чувствую их кожей. К слову, в моей матрице есть комбо-набор из почти всех эзотерических энергий. Энергия все время находится в движении, как воздух. Даже в старом закрытом доме, где уже много лет никого не было, поднявшаяся пыль находится в медленном, но движении. Наши тела фактически являются плотными сгустками этой энергии, о чем и говорит чакральная система и квантовая физика. Квантовая модель атома представляет собой некую сферу с четким плотным ядром в центре и энергией вокруг, которая чем дальше от ядра, тем более разряжена, не имеющая четких границ. А теперь сравните это с моделью энергетического поля или кокона человека. Если вы хотите познать природу чего-то большого, посмотрите, как устроено все маленькое, потому что состав, структура, ткань у всего один, и это энергия. Просто с каждым слоем у нее разная плотность. Каждый из нас способен влиять на плотность энергии вокруг, особенно люди с 11, 18 и 20 энергией по матрице судьбы. Как это происходит? Если кратко, то направлением своего внимания. Когда человек находится в спокойствии, тогда и энергия вокруг него движется плавно и гармонично, как медленная спокойная река. Когда человек начинает направлять свое внимание на что-то, он как бы шевелит пространство. Его река энергии как бы становится более живой и более активной. А если еще человек испытывает какие-то яркие эмоции, он начинает сильно влиять на все, что рядом с ним, и на всех, и на события, которые возвращаются к нему самому. Пространство вокруг всегда реагирует на вас, в частности потому, что вы и сами являетесь его частью. Вы подключены к общему полю энергии. А что излучаешь, то и получаешь. Все ведь слышали эту фразу. Возможно, чтобы понять следующее, что я скажу, вам потребуется время. Но это нормально. Все самое невероятное всегда лежит на поверхности. Или, как говорят, если хочешь спрятать что-то, положи это на самое видное место. Как мы уплотняем энергию вокруг? Как происходит материализация? Ежесекундно в наших руках есть определенные силы, которыми мы способны влиять на пространство, и делаем это. Итак, это мысли, слова, эмоции, и также можно выделить еще четвертую силу, которая объединяет первые три. Это регулярность. Регулярность одних и тех же мыслей, одних и тех же слов и эмоций. Привычка думать определенным образом, привычка произносить одни и те же слова, привычка эмоционировать на одно и то же. Произнесенное вами слово производит такой же эффект, как капля, падающая в воду. Когда она достигает поверхности воды, она сотрясает все ближайшее пространство, и от места, в которое упала капля, начинают идти пульсирующие волны во все стороны. Эти волны лишь отражают визуально то, как движется звук, и как на самом деле распространяется сила вашего слова. А теперь представьте, что слово ваше было эмоционально окрашено. Тогда с какой силой капля упадет в воду? С какой силой начнут расходиться круги по воде? Как это может повлиять на тех, кто рядом? А учитывая то, что пространство зеркально отражает вас, то как это в итоге повлияет на вас самих? Когда вы извергаете из себя какую-то эмоцию через слово или даже через мысль, и неважно, негативная она или позитивная, вы вызываете колебания пространства. Вы толкаете маятник. К слову, именно так и работает карма, потому что карма – это результат сделанного вами действия, а сказанное слово – это тоже действие. У каждой эмоции свой уровень вибрации, своя частота, потому и всплеск радости или гнева вы внутренне ощущаете по-разному. Та самая капля вызывает колебания, на которое все пространство отвечает той же вибрацией, которую вы воспроизвели. И в ответ подтягивает разные события, которые соответствуют этой вибрации. Это доказывает и физика.
творим свою жизнь ежесекундно. Почему так? Каждый из нас изначально является душой, воплощенной в теле человека. Каждая душа – это частичка Бога, а Бог – это Творец. Следовательно, каждый из нас способен влиять на плотность энергий своими мыслями, словами, эмоциями и их регулярностью. Это значит, что мы с вами материализуем свой мир. Яркий пример, хоть и немного негативный. Возможно, вы слышали фразу, которая звучит примерно так. Резкое слово обозленного человека равно проклятию. Почему же люди не верят, что сами способны творить свою жизнь? Потому что большинство людей думает, что всегда есть кто-то выше нас, тот, кто решает все. Родитель, начальник, правительство, судьба в классическом смысле этого слова. Я сейчас не говорю о Боге или высших силах. Люди не верят, что они творцы, потому что они не готовы взять на себя ответственность за собственные слова и мысли и понять, что все происходящее в нашей жизни мы создаем сами. Вопреки неверию в собственные силы влиять на материальный мир, материализация все равно происходит, потому что пространство равно зеркало. Оно просто отражает то, что вы думаете о себе, своей жизни и вообще все, о чем вы думаете. А если ваши слова, мысли и эмоции еще и эмоционально окрашены, вы уплотняете энергию, вы утяжеляете ее, и пространство это отражает и отправляет обратно вам. Мысли и слова могут быть также и не окрашены эмоциями, но они могут быть регулярными. Частое повторение одних и тех же мыслей и слов также вызывает резонанс пространства и начинается притяжение соответствующих вибраций. Самые привычные мысли и слова, если они имеют негативный окрас, они самые опасные для вашего личного мира. Это, в частности, и ограничивающие убеждения, которые притягивают в вашу жизнь содержание ваших убеждений. Часто это то, на что вы эмоционально реагируете. Например, женщину бесят мужчины с зависимостями, алкоголики, наркоманы, курящие и прочее. И регулярно думая о них, она притянет к себе именно таких людей, потому что куда направляешь свое внимание, то и проявляется в твоем пространстве. Чем дольше направляешь свое внимание в одну точку, тем шире становится эта точка. Это объясняется и на материальном уровне принципом работы мозга. Чем дольше вы думаете об одном и том же, тем прочнее ваши нейронные связи. Чем дольше вы о чем-то думаете, тем оно ближе к вам. Поэтому, когда вы долго и упорно изучаете что-то, рано или поздно вы начнете в этом разбираться, исходя не только из знаний и памяти, а еще и из собственных умозаключений. Если же вы долго ищете ответ на какой-то вопрос, рано или поздно вы его найдете. А у нас, увы, люди часто привыкли говорить и думать именно о том, чего они не желают. Даже бывает такое, что человек не знает, чего он хочет, но точно знает, чего не хочет. Все исходит изнутри вас. Вы – творец своего материального мира. Большинство людей этого не замечает. Приведу пример на знаках свыше. Когда, сделав что-то, пространство подсвечивает человеку какие-то моменты или создает любые события, которые находятся на том же уровне вибраций. Например, человек на кого-то накричал, и в самое ближайшее время у него произойдет событие, в котором накричат на него. Или вас на улице останавливает кто-то и просит немного денег. Вы даете и уходите. Через некоторое время вам откуда-то могут также прийти деньги. Или, например, поднимут зарплату или что-то подобное. Что излучаешь, то и получаешь. Если хочешь что-то получить, сначала отдай. Силой мысли, силой слова. Если хочешь, чтобы зеркало тебе улыбнулось, сначала улыбнись ему сам. Все это причинно-следственные связи. Самое сложное – это работа над собой, в частности, над своей головой. Но это наша с вами главная задача в каждом воплощении. В этом и заключается суть игры – понять, что вы и есть творец своей собственной материальной реальности. Я думаю, вы уже успели понять, почему негатив липнет к негативу, а позитив к позитиву. А теперь ответ на вопрос, почему везунчикам везет, а неудачникам нет. Почему богатые богатеют, а бедные беднеют. Потому что каждый своим образом мышления, слов, поведения производит определенную вибрацию, которую пространство отражает как зеркало. Волны, разошедшиеся от упавшей капли, возвращаются к человеку, их запустившему, с тем же содержанием.
То есть богатые богатеют, потому что запускают в зеркало пространства позитивную каплю. Человек, который верит в успех своего дела, обречен на успех. Когда вы не сомневаетесь в своей победе, вы побеждаете быстро, легко и безоговорочно. На своем канале я часто рассказываю вам о матрице судьбы, карте здоровья, о чакрах. И если рассмотреть все вышесказанное с этой точки зрения, то мы с вами состоим из целого букета разных эзотерических энергий, каждая из которых имеет свои черты и характер. В классической чакральной системе выделяют 7 чакр по телу человека. Восточная философия говорит нам о том, что у каждой чакры есть свои свойства, которые отвечают за определенную сферу жизни человека, так и за определенную часть его тела, и физического, и энергетического. Однако матрица судьбы, а именно карта здоровья с числовыми кодами, еще больше конкретизирует персонально вас, потому что отражает то, из каких энергий на каждой чакре состоите именно вы. То, из чего состоите вы, полностью влияет на вас, на ваше здоровье, на все ваши проявления, в частности даже на слова, образ мысли и эмоции, и вообще на вашу судьбу в целом. Каждая энергия на чакрах обладает той самой определенной частотой вибрации, которой вы влияете на пространство вокруг себя. Каждая энергия, то есть каждая цифра, которую вы видите, как медаль, у которой есть 2 стороны. Сама медаль – это какая-то часть вас, какая-то определенная ваша внутренняя особенность, как черта характера, например. Каждая из сторон этой медали – это образ вашего существования и проявления. Это ваши мысли, слова, настроения, эмоции и, соответственно, события, которые вы на все это притягиваете. Только одна сторона – это образ вашего идеального «я» и идеальной жизни, а вторая – это образ вашего отрицательного «я» и, соответственно, отрицательной жизни. Матрица судьбы и карта здоровья помогают понять, из чего состоит именно ваш персональный так называемый шкафчик с медалями. А то, какой стороной они проявляются, зависит только от вас. Если вы хотите глубже понять себя или у вас есть какой-то волнующий вопрос по жизни, вы можете обратиться ко мне за консультацией. Ссылка на Telegram в описании и в закрепленном комментарии. Так вот, если человек проживает свою жизнь в неком негативе, проживает свои энергии по минусу, особенно если он прямо изыскивает негатив, то это как в темном небе запустить сигнальную ракету. Тот, кого вы зовете, обязательно откликнется. Если долго всматриваться в темноту, то и темнота начнет всматриваться в вас. То есть, если с человеком происходят какие-то негативные события, или при определенных обстоятельствах он даже умирает, а ничего случайного не бывает, это значит, что он сам заминусил свои энергии, как вы уже знаете. Если же человек наполнен позитивными вибрациями, если он думает и проецирует что-то хорошее, то есть большинство его энергии в плюсе, с ним даже не может ничего плохого произойти. Его настроение, здоровье и входящие события будут позитивными, потому что пространство – это просто зеркало, и оно просто зеркально отражает вас. Так устроена Вселенная. Если вы в позитиве и искренне настроены на лучшее, то все неоспоримо будет хорошо, потому что позитив липнет к позитиву.